Всем привет! На этот раз мы приехали в Абхазию, в страну души. Мы побываем в 4 самых известных городах-курортах, выделим достоинства и недостатки каждого из них и узнаем, какой курорт самый лучший. Абхазия – это место, где природа является главной достопримечательностью. Горы, реки, озера, водопады. Но Сухум что-то другое, не похожее. И прежде всего это большой город с интересной архитектурой, зелеными улочками и большой красивой набережной. Массовый туризм до Сухума еще не добрался, поэтому здесь не встречаются толпы отдыхающих, и на каждом углу не продают сувениры. Благодаря этому в городе чувствуется спокойная и непринужденная атмосфера. Курорт был популярным местом отдыха до грузино-абхазского конфликта, который случился в начале 90-х годов. Во время боев город сильно пострадал. Многие санатории, гостиницы, дома отдыха были разрушены или заброшены. Интересно, что скрывается за стенами одной из самых эпичных заброшек Сухума? Здание Верховного парламента Абхазии – мрачное и грустное свидетельство войны. Когда-то здесь кипела работа, проводились заседания важных министров и чиновников, а сейчас лишь природа пытается вдохнуть жизнь в это заброшенное здание. Не покидает ощущение, что будто находишься в игре или фильме про постапокалипсис, катастрофа которого случилась 30 лет назад, и с тех пор ничего не поменялось. Некоторые места в Абхазии позволяют погрузиться в давно ушедшую эпоху СССР, которая насыщена совершенно разными эмоциями и настроениями, тревогой и волнением. У каждого из них своя история, порой недолгая и трагичная.
В Абхазии можно встретить не только отдельно заброшенные дома, но и целые города. Одни из таких – Ткурчал и Акармара. Ткуарчал – это бывший шахтерский городок. Некоторые сравнивают его с Припятью. Но, вопреки всему, в отдельных частях города до сих пор живут люди. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чисто истока. Прекрасная далека, я начинаю путь. Ткуарчал был основан в 1942 году и впоследствии стал одним из крупнейших центров по добыче каменного угля на Кавказе. Многие здания в городе спроектировали и построили пленные немецкие солдаты и архитекторы, поэтому он выглядел как европейский город. После грузино-абхазской войны и череды трагических событий город сильно пострадал и пришел в упадок. Большая часть города заброшена и разрушена, но город выжил, и здесь до сих пор живут люди. Настоящие города-призраки – это окрестные поселки Ткуарчала, расположенные выше в горах – Акармара, Джантуха и Поляна. Эти места полностью захвачены природой, и здесь почти никто не живет. Недалеко от этих мистических мест расположены знаменитые Акармарские водопады. Водопад Ирина, Великан и Святой. Название Ирина дано не просто так. Его назвали в честь матери известного альпиниста, открывшего удобную тропу к водопаду. Поток воды от водопада Ирины протекает дальше, в виде небольшой речки, и низвергается вниз со скалы высотой 100 метров, превращаясь в самый большой и самый красивый водопад Абхазии – водопад Великан. К сожалению, и целого дня не хватило на исследование Ткуарчала и его окрестностей. Надеюсь, когда-то вернемся сюда снова. Сухум, без сомнения, лучший город для ночных и вечерних прогулок в Абхазии. Прекрасная большая набережная, дома с интересной архитектурой, приличные кафе и рестораны, красивые люди создают ту самую приятную и спокойную атмосферу города.
Новый Афон – это древний город с богатой историей, в котором находятся важнейшие христианские святыни Абхазии. Город маленький, уютный, яркий и богат уникальными достопримечательностями. Самое простое, чем можно заняться в Афоне – сходить к водопаду и ЖД-станции Псырска. Они находятся в самом центре города и вызывают наибольший интерес у многих отдыхающих. Рядом с монастырем находится дача Сталина, которая на данный момент является музеем. Пройти сюда можно без каких-то проблем, хотя на воротах и было написано вход 150 рублей, но ни кассиром, ни охранником замечено не было. Официально дачу в Новом Афоне Сталин посещал 5 раз. Приезжал он, как правило, в сентябре-октябре и проводил здесь по несколько месяцев. Накопийская крепость находится на вершине Иверской горы и видна из любой точки Нового Афона. Среди множества интересных объектов крепости хочется выделить чудесный колодец, примыкающий к храму Пресвятой Богородицы. Ходят легенды, что это неиссякаемый источник, а вода, которая его наполняет, целебная и живительная. Подъем до крепости непростой и по времени занимает около получаса. Лучшее время для восхождения – это раннее утро, когда на улице еще прохладно, комфортно и не встречаются толпы туристов. После захода солнца город заметно пустеет и затихает, так как большинство туристов приезжают сюда днем на экскурсию и вечером уезжают обратно. А это значит, можно устроить вечеринку интровертам, в полном одиночестве под стрекот сверчков наслаждаться атмосферой таинственной станции Псырска. Одна из главных духовных святынь Абхазии – Новоафонский монастырь. Он отличается своей красотой и величием, необычным расположением и историей. Монастырь был основан в 1874 году греческими монахами. Место для постройки было выбрано не случайно, так как под монастырем хранятся мощи одного из 12 апостолов Христа – Симона Канонита, а также рядом находится пещера, в которой он молился.
В этих местах еще много всего интересного. Грот Симона Канонита, Новоафонская пещера, парки, музеи. Так много всего в таком небольшом городе. Без преувеличения, Новый Афон прекрасен и заслуженно занимает свое место в топе городов Абхазии. На этот раз берем курс на город Гагра, но прежде посетим природное чудо Абхазии – высокогорное озеро Рица. Остановка для отдыха лучше выбрать берег, который находится вблизи молочного водопада. Здесь малолюдно и тихо, разрешен кемпинг, а еще можно арендовать катамаран для прогулки по озеру. Обычно всех экскурсионных туристов привозят на первую и главную площадку озера Рица. Это многолюдное и суетливое место с множеством кафешек, проезжающих мимо машин и толкотни. Но и в этом хаосе можно найти интересное занятие. В одном из ресторанов можно познакомиться с местным колоритом, бытом и традиционной абхазской кухней, либо же устроить себе обеденный перерыв с невероятным видом на озеро. Дорога на озеро Рица сама по себе является достопримечательностью. Она проходит вдоль горных рек Бзып, Гега и Юпшара, и на всем ее протяжении встречается множество интересных местечек. Можно наугад остановиться где попало, и с большей долей вероятности это будет милый и живописный уголок на берегу реки в окружении леса и гор. Возвращаться домой еще не спешим, ведь впереди нас ждет еще одно природное чудо Абхазии. Там, где дорога проходит в полуметре от обрыва, там, где река пробивает скалу и обрывается вниз, там и будет находиться крайняя остановка нашего маршрута. Самый популярный курорт Абхазии – это, конечно же, город Гагра.
Уже с первых минут знакомства город успевает влюбить себя природными видами и архитектурой. Когда-то давно, во времена СССР, Гагра была мечтой каждого советского человека. Сюда ездили на отдых аристократы и интеллигенция и считали город элитным курортом. Старая Гагра – очень живописное место. Горы здесь близко подступают к побережью, создавая удивительные пейзажи. Город утопает в зелени пальмы и эвкалиптов, украшен памятниками истории и архитектуры. Зимний театр в Гагре – это один из архитектурных объектов, который, к сожалению, ушел вместе со своей эпохой. Не так давно здание хотели отреставрировать и вернуть первоначальный облик, но удалось лишь восстановить статуи знаменитых позолоченных львов, которые, как и в былые времена, охраняют вход в здание. Прогуливаясь по аллеям Приморского парка, можно встретить много всего интересного. Диковинные растения, различные статуи и уникальные скульптуры, заброшенную станцию канатной дороги и, конечно же, главный символ Старой Гагры – замок принца Альденбургского.
пути к вершине горы Мамзышка встречаются несколько смотровых площадок, но самое интересное является место, откуда совершают прыжки парапланеристы. Это густой лесной массив, окутанный облаками, находящийся на высоте 1500 метров. Вершина горы Мамзышка представляет собой альпийские луга, на которых разбросаны пастушьи балаганы. 8 месяцев в году Мамзышка покрыта снегом, поэтому пастухи бывают здесь только летом. Пасут скот, продают сыр и копченое мясо и угощают приезжих туристов чаем с чабрецом. Лучшее занятие здесь – это прогуливаться по протяженной горной тропинке и, теряясь в облаках, любоваться невероятными пейзажами. В советское время на Мамзышке планировали возвести горнолыжный курорт с канатной дорогой и отелями, но планам не суждено было сбыться. Может, это и к лучшему. Абхазия – это еще и море. Большое, теплое, чистое. Но достойными обзора оказались только пляжи Пицунды. Уникальной особенностью курорта является полоса хвойного леса из реликтовой сосны, которая протягивается вдоль всего берега Пицунды. Благодаря этому здесь особенный морской воздух, пропитанный хвойными ароматами. Пляжи здесь немноголюдные, обширные и свободные. И это лучшее место, где можно забыть обо всех делах и с головой погрузиться в атмосферу безмятежности. Не одним только морем славится этот милый городок. Самым интересным занятием в Пицунде является посещение концерта органной музыки.
которые проводятся внутри старого храма апостола Андрея Первозванного. Считается, что храм обладает уникальными акустическими свойствами. В советское время здесь установили орган и начали проводить фестивали классической музыки. Пицунда – это довольно простой и скромный курорт. Приличных ресторанов уровня Сухума здесь либо мало, либо нет вообще. В вечернее время все предпочитают посиделки на пляже, либо прогулки на набережной. А еще на набережной есть танцевальная площадка, которая, как и в Старой Гагре, является центром притяжения многих отдыхающих. В этом видео хотелось определить лучший курорт Абхазии, и, конечно же, ответ на этот вопрос не будет однозначным. Каждый из них по-своему уникален и интересен. В Сухуме лучшая набережная, в Пицунде лучшее море, а Новый Афон первый по духовным святыням. Каждый может выделить для себя что-то свое. А нам пришло время прощаться. Оставайтесь с нами, скоро увидимся снова.